Здравствуйте, мои эко-друзья! Сегодня мы с вами находимся в новом эко-районе Парижа Клише-Батиньоль. Этот район планируется достроить в 2020 году. Этот район – флагманский проект по обеспечению энергоустойчивости. Большая часть тепла и электроэнергии в этом районе будет поступать из возобновляемых источников энергии. Этот район приближается к нулевым по углеродным выбросам. Жилье здесь рассчитано на покупателей с разным уровнем дохода, и некоторая часть квартир будет сдаваться малообеспеченным семьям. Каждое экологически чистое здание дает нам отчасти представление о низкоуглеродном будущем, о котором мечтают многие. С развитием района Клиши-Батиньоль город Париж создал потрясающую эко-деревню, целиком заполненную такими зданиями. Начатый в 2002 году масштабный проект реконструкции выполнен на 30%. Его планируется завершить в 2020 году. В 2007 году Париж – один из первых муниципалитетов в мире, принявший план действий в области климата, который ставит целью сокращения выбросов парниковых газов выше тех, что утверждены ЕС. Используя практически все инструменты современных зеленых строителей, Клиши-Батиньоль стремится стать осязаемым доказательством приверженности города сокращению его углеродного следа, а также экспериментальной лабораторией для тестирования всего, что возможно в климатически ориентированной реконструкции. Железнодорожное депо превращается в городской парк, окруженный энергоэффективными зданиями, в которых будет проживать 7500 человек. Здесь будет создано более 12 тысяч рабочих мест. Этот проект и его современная архитектура резко контрастируют с историческим Парижем. Но то, что делает Клиши-Батиньоль наиболее значительным, невозможно оценить внешнему наблюдателю. Комплексный процесс планирования с участием разрозненных заинтересованных сторон, работающих в интересах максимизации эффективности строительства и минимизации использования ресурсов. Но то, что делает этот проект уникальным, это опыт, который предлагает другим городам дорожную карту для достижения низкоуглеродного будущего. Так как в процессе строительства и планирования были использованы два основных принципа: максимизации эффективности строительства и минимизации использования ресурсов. Этот вклад в развитие устойчивого городского проектирования был признан в 2016 году, когда проект выиграл грант «Устойчивый город» в международном конкурсе Green City Solutions Awards. Согласно брошюре, город Париж стремился сделать Клиши-Батиньоль образцом для устойчивого развития городов. Архитекторы, специалисты по городскому дизайну, правительственные чиновники и инженеры по охране окружающей среды работали вместе в течение многих лет над планированием проекта. Команде разработчиков было поручено включить в современный зеленый дизайн как можно больше лучших практик со всего мира. Чтобы занимать как можно меньше земли, максимально увеличивая полезное пространство, разработчики получили разрешение превысить давний высотный лимит Парижа – 37 метров. Когда проект завершится, 10 зданий здесь достигнут высоты 50 метров, а новый дворец правосудия знаменитого архитектора Ренцо Пьяно взлетит на 160 метров. Разработчики, контролируемые публичной компанией, принадлежащей городу Парижу, должны придерживаться чрезвычайно строгих правил энергопотребления. Для отопления потребление энергии не может превышать 15 кВт-час на квадратный метр, что является пределом, установленным стандартами строительства. Требования максимизируют использование изоляции и высокоэффективных оконных остеклений, и они часто ориентированы на солнце, чтобы извлечь выгоду из естественного тепла и света. В зданиях применяются материалы высокой плотности, которые держат солнечное тепло, что помогает в регулировании отопления и охлаждения. Некоторые энергоэффективные меры дают другие преимущества. Ряд зданий имеет зеленые крыши, которые предлагают не только изоляцию, но и садовое пространство для жильцов и среду обитания для дикой природы. В одном из зданий, в котором находится начальная школа,
Есть стены, покрытые растениями, которые изолируют здания и добавляют биоразнообразие. Большая часть тепла и электроэнергии в районе будет поступать из возобновляемых источников. В ходе разработки была внедрена геотермальная тепловая система, которая использует теплый резервуар под парком, что резко сокращало энергию, необходимую для нагрева воды. Некоторые здания используют рекуперацию тепла от выходящей серой воды для нагрева поступающей водопроводной воды, экономя до 58% энергии. Там, где это возможно, разработчики установили солнечные панели на крышах и фасадах. Более 35 тысяч квадратных метров панелей будет генерировать 3,5 мегаватт в год, что составляет примерно 40% потребляемой электроэнергии. Чтобы сократить дальнейшие выбросы углекислого газа, макет развития района поощряет пешее перемещение или использование городского транспорта, лимитируя пространство для автомобилей. Площадь дорог ограничена 12% от площади района. И преобладают зоны с ограничением скорости, что укрепляет приоритет пешеходов над автомобилями. Для дальнейшего улучшения качества воздуха в районе планируют использовать электромобили, которые помогут жителям добраться до более отдаленных уголков. Помимо торговых и офисных помещений, район включает в себя широкий спектр жилья и услуг, в том числе 4 школы, медицинский центр, детские сады, спортивные залы и центр деятельности для подростков. Также здесь есть кинозал. Другие инновационные меры минимизируют экологический след Клиши-Батиньоля. Система пневматических подземных труб собирает и удаляет мусор, уменьшая трафик коммунальных мусоровозов. Мусор сортируется и отправляется либо железной дорогой для дальнейшей переработки, либо в предприятие по сжиганию мусора, который производит тепло и электроэнергию. Здание окружает парк Мартина Лютера Кинга площадью 10 гектаров, который обеспечивает отдых в этой части Парижа. Парк является ключевым элементом. Его деревья, зелень и водоемы помогают снизить температуру воздуха в жаркие летние дни. Проницаемые поверхности позволяют воде просачиваться в землю, а подземный резервуар собирает дождевую воду для орошения, чтобы свести к минимуму использование воды из городской системы. Пруд обеспечивает среду обитания водоплавающих птиц и других животных. Для поддержания городского плана сохранения биоразнообразия в парке было высажено около 500 видов растений. Дополнительно 6,5 тысяч квадратных метров частного зеленого пространства и зеленых крыш площадью 16 тысяч квадратных метров. И все это дает возможности для отдыха на природе. А 2 обширных городских фермы предоставляют жителям места для выращивания их собственных овощей и плодов. Дорогие зрители, не знаю, как вас, но меня действительно впечатлил этот проект. Расскажите в комментариях, реализуются ли подобные проекты в том месте, где вы живете. Пока-пока!